Приветствую всех зрителей канала Медвежий Барабан, канала о средствах самообороны и хобби с характером. Сейчас самое время нажать кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы потом не отвлекаться. Поехали! А тема сегодняшнего видео — это лучший пневматический пистолет для самообороны, но не для России. А почему? Давайте разберемся. Лично я не поддерживаю идею самообороны пневматикой. Единственное, что можно сделать пневматикой, это напугать, не более того. И то сомнительная самооборона, которая может закончиться не в вашу пользу. Поэтому я за средства, которые носят какой-либо физический, если можно так сказать, урон. Например, аэрозольные устройства, баллончики перцовые, шокеры, и так далее. А невозможность напугать нападающего и при неудаче еще и самого посадят на пневмат одним местом. Еще один нюанс. Если, например, аэрозольный пистолет или перцовый применить мы можем заранее, когда началась какая-либо агрессия, то есть большой шанс, что на этом все и закончится. А если начнем пугать пневматикой, агрессор чувствует угрозу и, не зная, что у вас пневмат, достает травмат. Тут уже печально все может закончиться. Но да ладно, ролик у нас сегодня не об этом. Хочу вам рассказать о реальной пневматике для самообороны. Есть специальные модели пневматических пистолетов от знаменитой компании Umarex, предназначенные исключительно только для самообороны. Данный пневмат, кстати, тоже от компании Umarex. Это как у нас фон для данного видео, поэтому данный образец мы отложим в сторону и перейдем непосредственно к тому, зачем мы здесь собрались. Фотографии, соответственно, я буду всегда прикреплять в углу и расскажу сейчас вам поподробнее. Не переключайтесь. Законы в той же Германии суровые. Получить право на ношение короткоствольного огнестрельного оружия практически невозможно, если только вы не детектив или телохранитель, или что-то типа того. И тут фирма Umarex сделала пневматику для самообороны, а конкретно это обрез и револьвер. Модельки я напишу и фотографии приложу. Смотрите и вникайте. За пример возьмем револьвер Т4 EHDR калибра 50. Да, именно 50-го, вам не показалось. Мощностью до 16 джоулей, вы только представьте себе. В плане джоулей есть разные модификации. Когда я читал, нашел еще модификацию револьвера 11 джоулей. То есть максимальная достигает 16 джоулей. Кстати, к примеру, в России разрешены пневматические винтовки и пистолеты до 7,5 джоулей. Это так, на заметочку, без лицензии. Все, что свыше 7,5 джоулей, соответственно, требуется лицензия. В данном пистолете, а конкретно револьвере и обрезе, баллон с газом прокалывается непосредственно перед стрельбой. И по информации, которую нашел я в интернете, одного баллона должно хватить не менее на 3 револьверных барабана. Насчет обреза я точно не скажу, но вот про револьвер я выяснил. Как раз для версии 11 джоулей скорость полета резиновым шаром, вес шара где-то примерно 1,5 грамма, составляет 135 метров в секунду. Также по отзывам людей, соотечественников наших, которые уже успели потестировать данный револьвер, говорят, что бахает он громко и знатно. В квартире не советовали бы. Это не обычная пневматика по звуку. Сейчас готовьтесь просто падать от количества боеприпасов для данного револьвера, как минимум. То есть это я еще не беру в расчет обрез тот же. Из боеприпасов, кроме резиновых шаров, Umarex выпускает еще шары пластиковые с мелом, краской и перцовой начинкой. Внушительно? Это еще не все. Выпускаются версии всех этих типов боеприпасов полусферической формы с ребрами для закрутки. Фотографию я, соответственно, прикреплю, посмотрите повнимательнее. Итак, скажем, теперь вишенка на торте. Я так понял, что к этому аппарату также Umarex еще выпускает и продает подствольный газомет. Что-то вроде тюнинга или обвеса. Как тебе такое, Илон Маск? Подводя итоги, скажу, что пневматические модели для самообороны — это новое слово в истории оружия. Соответственно, они уступают тем же травматам, но в силу разнообразия боеприпасов уступать будут недолго, я думаю, так как данная тема развивается и не стоит на месте. Понравилось видео? Тогда подпишись на канал, поддержи меня лайком и комментарием. Что ты думаешь о данных пневматах для самообороны? Берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.